Всем привет, с вами МША, я в Москве. Вы меня давно просили показать вам какое-нибудь бомбоубежище, и я решил исправить это досадное недоразумение, ни одного видео у меня оттуда нету. Исправлять это недоразумение я буду на примере своего любимого завода ЗИУ, который, к сожалению, уходит в небытие интенсивными темпами, можете посмотреть за меня. Тем не менее, мы сейчас посетим его бомбарь, попробуем застать то, что еще не успели распилить. Остаемся. Это канал Аяза. Он поставил себе 100 нереальных целей и будет выполнять их. Заходи, чтобы увидеть, справится он или нет. Когда на канале будет 100 тысяч подписчиков, будет разыгран iPhone 6s. А когда канал соберет 1 000 000 подписчиков, Аяз разыграет автомобиль. Также каждый месяц разыгрываются крутые призы. Полеты на вертолете, электрогитары, квесты и многое другое. Так что подписывайся на канал, ссылка в описании. Делаю трансляцию рекламы в Перископ и настоятельно рекомендую вместе с моими зрителями подписаться на этот канал. Короче, ребята, это Москва. Я встретился с некоторыми ребятами, которые потянули еще, и поэтому у нас импровизированный гей-парад. Снова, как в Калае. Вон трубы, по ним можно. Ага, ну чё? Ждем их или что? Мы сидим посреди огромного количества ларьков по приему платежей. То есть вот они туда уходят в перспективу и чуть уходят назад. А за мной открывается грустная перспектива российского автопрома. Короче, мы находимся на территории ЗИУа. Сейчас пойдем к бомбарю. Проходим мимо того цеха, который горел некоторое время назад. Помните, я вам показывал здание под снос. Мы сейчас находимся в этом здании, которое сносят. И, видимо, в углу здания. И, скорее всего, мы одни из двух последних, тех, кто побывает в нем, потому что все, финал. Здесь никого не должно находиться, это закрытая территория. Даже не в том плане, что закрытая, это здание под снос. Поэтому, если сейчас здесь засвечу фонарем, это будет лютое палево, так как щелей в нем уже очень много. Буквально минут 15 назад я видел картину, как оттуда сверху прилетел блок с искрами. В общем, это смотрелось так и красиво, и жутковато. Ладно, наша цель немножко другая. Наша цель – бомбарь. На улице стемнело, потому вход, а точнее один из входов в бомбоубежище, я решил сфотографировать при естественном свете с выдержкой, чтобы фонарем там не отсвечивать. Мы спускаемся вниз, пройдя через тот вход. И видим еще один вход. Они рядом находились. Дальше под небольшим уклоном идет коридор вниз. Ребята уже внутри, а я так иду потихоньку, снимаю. 13-я дверь встречает нас немножко приоткрыто. Пройдя внутрь, мы упираемся в носилки, груженные целым ворохом мусора. Что говорит нам о том, что, конечно, мы далеко не первые здесь. Но, впрочем, зато не так страшно снимать это все на видео. В любом случае, скоро это все снесут. Огромные ворота. Просто, шлюзовые, наверняка. Там даже тоже затворчик идет.
Вот их уже начинают вращать. А за воротами тумбочка. Динг. Мы стоим, ждем, когда изнутри откроется герма. Потому что, ну, вот так получилось, да, она чуть-чуть закрыта. Вуаля! Йоу! Заходим! Фух. Итак, мы оказались в одном из помещений бомбоубежища. Я попал сюда уже, конечно, спустя некоторое время, после того, как оно стало известно многим, поэтому здесь творится некоторый такой дестрой. Тем не менее, я вот выключаю свет, и видно, что штатное освещение еще вполне себе работает. Но я надеюсь, так будет немножко лучше видно, и благо фонарь, что не сел. Огромное количество ящиков с огромным количеством всяких разнообразных ништяков. Ну, вы представляете, какое количество народу работало на этом заводе, поэтому неудивительны масштабы этого бедствия. Итак, пойдем, наверное, последовательно или непоследовательно. Такая вот переноска для младенцев своеобразная. Но я не к этому шел, я шел к этому затворчику. Мы заходим в помещение дизельной. Все цело. Все живо. Насколько оно в рабочем состоянии, не скажу. Повторяться много уже не буду. Не раз вы видели в моих видосах. Дизелек. Вот, пожалуйста, Артем на фоне дизеля. Хе-хе. Ну так, примерно, чтобы размер понимали. О, да. Гермофорточки. R-режим 1.2 закрыт. Воздухоприток V6 синий. Что еще такого? Ну и небольшое распредустройство. Перекидной рубильник от дизель-генератора RS6. Это, видимо, щит, который распределял энергию, выработанную дизелем. В смежной комнате находятся 3 резервуара для топлива, масла и воды. 200 литров воды, 100 литров масла и 1500 литров соляры. Очередные часы, символизирующие остановившееся для этого объекта время. Информационный щит о радиоактивном загрязнении и вот такие вот грузовые ворота. Очень-очень-очень мощные. Как всегда, мой любимый пример на мне. В общем, грузовые ворота, в которые могла свободно въехать какая-нибудь газелька. Газелька въезжает на бомбоубежище ЗИЛа, как-то не очень корпоративно. Ну, в общем, что-нибудь могу въехать и разгрузить или загрузить, наоборот, отслужившие свой срок вещи. Вот. И еще замечательная надпись к ядерному очагу. Это, видимо, конечно, кто-то прикололся, тем не менее, действительно, ядерный очаг располагался там, в случае чего, у выхода. Кстати, приборы химической разведки. Здесь находятся индикаторы различных отравляющих веществ. И, в общем, с помощью вот этого чемоданчика зеленого можно определить, чем загрязнен воздух. Самый главный хабар этого всего дела – 2 банки пива, которые мы нашли, валяющимися в пакете. Срок годности прошлого месяца было произведено, так что все в порядке. Кто-то забыл. Оно было закрыто? Кто-то забыл, не задача. Так как мы находимся в складских помещениях, то, конечно, должны понимать, что все здесь будет явно не в единичном количестве, но все равно, когда видишь такое огромное количество штыковых, совковых лопат и пил «Дружба», это как-то внушает уважение немножечко, чуть-чуть восхищает. Пил и «Дружба». Ох, сколько перепилить ими можно. Помните, мы с собой в осеннем походе 2013 года брали индивидуальные дозиметры. Вот, пожалуйста, как они выглядят упаковкой полной. То есть здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 50 штук этих индивидуальных дозиметров и подзарядка к ним. Зарядка, точнее. Так это все красиво выглядит. Набор индивидуальных дозиметров ДП-22В и индивидуальный номер. Огромное количество вот таких вот фонарей я встречаю также по территории бомбоубежища. Ну, фонарик блестящий, лампочка накаливания обыкновенная, какая-нибудь там 6,3 вольта, небось. Цена 1 рубль 37 копеек, ФКБ-1. Ну, естественно, он немножечко не работает. Да, грустное, как всегда, печальное зрелище. Это бомбоубежище находится недалеко от административного здания ЗИЛа, поэтому содержалось до последнего времени в цивильном состоянии, но на него тоже положили большой и толстый. Поэтому так вот.
Противогазы, носилки, индивидуальные дозиметры, приборы химической разведки, фонари. В общем, все то, что нужно для того, чтобы оценить обстановку, провести некоторое время в бомбоубежище, ну и в конце концов понять, что находится там за закрытыми затворами. Фильтровентиляционная камера, установка. Причем все такое свежее, я прям не могу. Сопротивление 80 мм водного столба. 1985 год. Фильтры гермофорточки. И даже что-то где-то гудит. Автомат ручное. Магнитная станция ЗИУ, Москва. То есть магнитная станция производства завода ЗИУ. Это круто. Гермоклапан 3. Режим 1.2 закрыт. Открыть при завале оголовка. Гермофорточка и такие своеобразные фильтра. Схема переключения вентиляторов приточных вент-систем P1-P6 защитного сооружения в первом и втором режимах. Я прохожу пока дальше. Опять затворы. Мне понравилась комнатка. Во-первых, такие тоже инфостенды. Режим радиационной защиты завода. Это все не важно. Кинопроекторная. И здесь находится такой вот несколько допотопный проектор. Блок питания к нему, видимо. Здесь, видимо, на подвесе были всякие разные фильмы. И сейчас я посвечу. Вот там народ занимался, сидел и изучал полезные видео. Проектор называется «Украина». Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Электродвигатель, такое своеобразное название. О, спасибо, мне включили свет. Вот теперь это при естественном освещении вот так вот выглядит. Да, то, что здесь есть свет, это вообще круто, конечно. Комплекс мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ. О, Зион! Ну, а вот здесь сидели те, кто должны были заниматься в кинопроекторной. Тоже прикольно, на стенде, значит, показаны фотографии натовских различных вооружений, чтобы знать, да, кто приплывет по Москве-реке, на каком авианосце, и прилетит на Красную площадь. Стратегические бомбардировщики США и Англии. Мне такое чувство, что да, здесь потенциальный противник так показан. Стратегические ракеты США. Полярис, Посейдон, Титан, Минитмен, Минитмен 2. Английские бомбардировщики. Нормально, весело. Народы мира против империализма. Трудящиеся в Упертале прибыли на завод Брэда, занятые рабочими, чтобы выразить пролетарскую солидарность. Очаг агрессии на Ближнем Востоке. Жесть. Замысел действий стратегических наступательных сил США. Очень своеобразненько. Рядом находится еще одна карта. Здесь, к сожалению, вешалка стоит. Не стал я ее отодвигать. Вооруженные силы США и основные военные базы на зарубежных территориях. Пипец у пиндосов баз, конечно, просто мама не горюй. Везде базы, блин. А как только наши что-нибудь выпендрятся, сразу на нас ор начинается. Да, США-то вообще не парится. О, блин, поросята. Перед нами находится схема этого бомбоубежища. Жесть, просто жесть. Для большего понимания, значит, смотрите, мы зашли через вход 1, где розовая прямоугольничек прошли и попали в 32-е, 27-е помещение, ходили по складам там. В 37-м вент-камеры находятся с гермофорточками. Здесь повыше дизельная, даже она подписана дизельная. А сейчас мы идем вот по низу, мимо туалетов. Я вам покажу. Туалеты, естественно, камера, штаб начальника гражданской обороны. И пойдем постепенно посмотрим основные все составляющие этого бомбаря. В каждую щель залезать не буду, иначе опять это все Санта-Барбара превратится. Убивает количество воды. 18 600 литров было здесь заготовлено. А еще обратите внимание, продовольствие. Тоже, видимо, его здесь было много. Как ты, Влад, говоришь? Крым наш, пацаны, Крым, он же наш. Он же Путин его взял, пацаны, Крым наш. Ватники. Просто ватники. Вообще. Всегда надо уметь себя троллить. Значит, холодильник, в нем что-то немножечко цветет. Я уже не хочу этих огурчиков или помидорчиков, непонятно. А главное, что это холодильник ЗИУ, Москва, раритетик. Мегафонарь. А это альбом
посвященный гражданской обороне. Только не музыкальной группе, а гражданской обороне, как вот она должна быть. ЗИЛ. Различные фотографии. Ну, здесь понятно. Плакаты. Это должен знать каждый. Вот как все примерно это выглядело внутри. Личный состав боевого расчета на пункте управления завода. Сейчас мы, кстати, с вами тоже туда пойдем. Карта завода, кстати, показана. Народ сидит и втыкает. Дается книжечка для пятиклассников о защите от оружия массового поражения. Сейчас некоторые пятиклассники, которые такие неучи, 2 плюс 2 еле могут сложить, а ты тут про защиту. Хотя у меня вот подписчики нормальные, умные. Учеба командного состава разведки. Тренировочные занятия. На самом деле фотографии реально интересные. Действия по сигналу ЗЗС. Закрыть защитные сооружения. Обалдеть. Переноска пораженного с помощью лямок. Учеба рабочих и служащих прессового корпуса. Занятия по гражданской обороне в кузнечном корпусе. Ну да, сейчас эти корпуса все сносят. Беседа заинтересовала слушателей. Оп, сразу сколько просмотров. О, Зион стоит с номерами МОН. Расчистка завала формированиями аварийно-технической службы. Кстати, привет подписчику Александру, который узнал меня в тот момент, когда мы там прорабатывали за вас с ребятами. Обязанности контролера в электропоезде не очень совпадают с обязанностями контролера ухода в убежище. Задача обеспечить организованный пропуск укрываемых в убежище. Ну да, на самом деле, конечно, народу тут сюда ломанется много, и толпа будет явно не шибко организованная. Ну, хотя, с другой стороны, с ней производят учения. Поэтому, может, и что-то более адекватное прибежит сюда укрываться от ядерных грибков. Аварийное освещение тамбура. Пакетнички. А вот те самые емкости на 18 600 литров, которые должны были снабжать питьевой водой все население этого бомбоубежища. Я иду. Я пришел. Некоторое количество арматуры. Ну, чтобы все текло туда, куда надо. Попробуем. Отлично. Свет включился. Да, со светом всегда приятней. Характеристика некоторых инфекционных заболеваний. Ну, в том числе в этом бомбоубежище, видимо, можно от эпидемии какой-нибудь Эбола, наверное, укрыться было. В этой комнате явно производилось медицинское обучение, точнее медицинская составляющая ГО изучалась, потому что, ну, все плакаты соответствующие. Перевязка, наложение жгутов, шин, виды различных аптечек, дезинфицирующих средств, виды поражений. Поражение кожи ипритом в стадии язвы 2 степени. Воблин, конечно, человек замечательное существо. Какой только фигни не придумает. Кожа ипритом 1 стадия. Пузырь через 18 часов. Пузырь через 36 часов. Жесть вообще. А это что такое? Поражение парами иприта. Класс оперативно-тактической подготовки. Разведчики. Очень интересное помещение, в котором находится также большое количество плакатов, а также стендов. Один из таких стендов – это полностью собранный макет дозиметра ДП-5А. То есть представлена его принципиальная схема. И все его электронные, электрические детали, электронная начинка, разложенная вот так вот по горизонтали, соединенная между собой проводами, сам прибор со шкалой, переключатель режимов. В общем, реально можно все это дело как-то запустить и посмотреть, как оно вообще работает. Интересненько так. Наверное, еще это сделано с целью выявления неисправностей, может быть. Ну, плакаты, как всегда, что кому как делать надо. Какой-то не очень приличный плакат с коровой. Ладно. Что еще такого? Здесь, к сожалению, все пусто и тлен. Энное количество табличек заражено. Вот такой вот товарищ. Ага, ясно. То есть с прорисованными глазками, который показывает, как должен выглядеть разведчик. Вот такие вот чудо-сталкеры. Дружище! Выходят за пределы бомбоубежища и вообще выясняют, что там творится-то вообще за затворчиком.
Ручная телефонная станция на 10 номеров. Вот такой тоже ревунчик. Что это такое? Сирена. Служит для озвучивания городов и населенных пунктов в радиусе до полукилометра. Питание трехфазное. Вес 80 килограмм. Мамма мия. Здесь мне еще очень понравилась вот эта вот стенка с указателями, где чего куда идти. И такими вот навешенными светильниками. Разнообразные светильнички. Вы знаете, я к ним питаю какую-то определенную страсть. Я бы себе, конечно, в какой-нибудь подвал своего дома или мастерскую повесил бы несколько таких. Ну вот такие вот светильнички различного исполнения, различной формы. Какие-то просто для освещения, какие-то взрывозащищенные, там влагозащищенные и так далее. На пульте управления находится два ряда переключателей, выключателей точнее, с подписями. Можно посмотреть, что к чему. Ну, давайте с вами изучим некоторые из светильников, представленные здесь. Итак, автофонарь «Стоп». Чпонг, чпонг. Теперь вы знаете, как он выглядит. Светильник взрывозащитно-герметический. 200. Ой. Я мохнатый, да? Правда мохнатый? Спасибо. ВЗГ-200. Светильник РН-300. Это, видимо, вот эта вот большая лабуда. Да. Как было, кстати, тихо до них. Шаг. Плюс это, видимо, лампочки сгорели или нет? Не горит. Тут лампочек нету. Ага. Ну, остальное, видимо, уже нам не понять, что где находилось. Фонарь вход, проход и выход. Ну, точнее, информационные таблички. Вот такой вот наглядный пульт, на котором можно, стенд, точнее, на котором можно изучить, что как устроено, что как выглядит и какое вообще название оно имеет. ВЗГ-200, запомните это. А вот так вот уютненько выглядит стенд, если выключить освещение в аудитории. План убежища на 3000 человек. Я вот все хожу и думаю, на сколько тысяч человек это все дело. Ну, будем считать, что на 3. Очередные макеты. Встроенное убежище второго класса обеспечивает защиту в зоне давления ударной волны от 3 кг на сантиметр квадратный и выше. Вот такие вот различные виды бомбарей. И еще бомбарь, более такой современный. Кстати, очень интересно, мы с вами, наверное, никогда не видели, да, как выглядит в разрезе один из таких вот фильтров, находящихся в фильтровентиляционных установках. То есть в разрезе что он из себя представляет? Это угольная такая вот крошка и картонный фильтр. Насколько я помню, они вроде как были картонные. Или здесь тряпочные какие-то, непонятные. Но я думаю, что от типа к типу это все дело меняется. То есть фильтрующих элементов тут, как видите, несколько. Кто помнит видео из Кудринки, когда мы там бродили по подвалу, где были игровые автоматы, и я там еще крутил примерно такую схожую штуку, такое вот устройство, фильтровентиляционный агрегат, вручную приводил. О, у Сержа в руках бомбарь. Типа щель. Типа щель. Звучит как интересно. Гермоклапан. Гермоклапан собственной персоной. Вот внутри такая вот задвижка. Ну и привод, который ее перекрывает. И движочек. Простейшие возводимые бомбоубежища. Главное, чтобы был где-то хотя бы метр слоя земли над головой, чтобы значительно ослабить действие радиации. Взяли чувачка, раздели, блин. Ну что за нелюди, блин? Почему это нельзя просто спокойно походить по объекту? Мне это не нравится. Буянишь на объекте, няша не одобряет. Тактика специальное учение 91-го года, 89-го, 87-го. Каждые 2 года здесь, я смотрю, неплохо так тренировались. Мы решили поучиться немножко. Мы Да, тихо-тихо, пока не это шпор. Я буду спокойно. Тихо-тихо. Там матом не ругайся. Стилидин. Я попал вот в такое вот помещение, нашпигованное телефонами. Находится оно очень интересно, так за затвором. То есть аудитория и тут затвор. Немножко нестандартно. И целый ряд телефонов. Служба поддержки Дикси слушает вас. Опять полпомидора по цене одного? Это нормально.
Все рабочие места подписаны, каждый знает, что он займет. Противорадиации, противохимическая защита, служба убежища и укрытий и так далее. Кто-то тут забыл, что там Цар-Бахор. На самом деле эти многочисленные надписи дают понимание того, что далеко все не так просто в ГО. Не просто фильтр дизель, да, канализация там, с водоснабжением, а еще это целая организационная структура, довольно-таки сложная. Конечно, понятно тем, кто там работает, но с первого раза довольно сложно сообразить. Тем не менее, мы с вами сейчас ходим и так немножечко в нее вникаем, хотя бы чуть-чуть. Здесь представлены различные схемы и планы проведения эвакуационных мероприятий. То есть в случае различных бед, когда будут начинаться эвакуационные мероприятия, здесь даже расписано, кого, куда и в каком количестве отправляют, с каких платформ и так далее. То есть вот завод ЗИЛ сажают на платформу Коломенская, везут в какие-то там соответствующие деревни различных областей в количестве таком-то человек и так далее. Так что, видите, все не так тут просто. Это все просчитывается в зависимости от количества человек на заводе, ситуации, там это радиационная опасность, там, или тот же ядерный удар, или распространение отравляющих газов. В зависимости от направления ветра все тоже может меняться. Для этого здесь висит такой небольшой щит, на котором можно выставить направление ветра. В зависимости от него тоже предпринимаются соответствующие действия. Снова карта завода ЗИЛ и доска. Рядом с этой аудиторией находится вот такой вот кабинетик. Такое чувство, что это какая-то раздевалка гардеробная. Больше ни на что это не похоже. И кабинет начальника ГО-объекта, генеральный директор. Самый главный – это директор. У него, кстати, такое окошечко специально есть. Здесь, видимо, сидит секретарь. Кабинет директора аскетичен. Здесь нету, как это любят выражаться, борделя с блэкджеком и шлюхами. Тем не менее, телефоны, селектора и, да, несколько стульев, чтобы вызывать на ковер, а также сейф. Наверняка должны быть какие-то документы, которые выносить в первую очередь. Селекторная установка Телфа. Кстати, одну из них подняв, мы услышали слабый шум фоновый. Но вот здесь не слышно. Очень-очень слабый. И провод куда-то в стену уходил. Но, как видите, объект еще подключен к центральным сетям, поэтому, может быть, что-то здесь и действует. Что еще интересно, на входе в кабинет начальника ГО находится вот такой вот индикатор ИМД-21С. Судя по всему, это дозиметр, который показывает уровень радиационного загрязнения дистанционно. То есть сюда подключаются, наверное, какие-то датчики, установленные на поверхности, и сюда выводятся их показания. Соответственно, проверка, табло, сеть. Кстати, кнопочки прорезиненные и защищены от попадания воды. Интересное такое устройство. Рядом находится еще два помещения. Точно назначение не скажу. Скорее всего, это связано с телефонией и телеграфией, что ли. Потому что вот буквально в соседнем я увидел вот такие вот усилители звуковой частоты и какой-то аппарат и подпись «Телетайп». Может быть, здесь находился диктор, который в микрофон вещал. Привет! У нас ядерная война. Эвакуируем это бомбоубежище через 20 минут. Ну, все как-то вот так вот просто, да. Бецы плачут просто горючими слезами. Просто рыдают. Единственное, что подключение довольно такое специфичное. Но я думаю, можно спаять на джек 3,5 мм. И они, конечно, чуть-чуть давят на уши. Я думаю, что диапазон у них немножечко такой маленький. Но, тем не менее, вот такие вот наушники. Зато я думаю, что я просто сгорю в ядерном ударе. Эти наушники останутся. Помещение замгендира вообще пустое, но у него есть свой выход. Помещение под названием «Узел связи». Вспоминаем Беларусь. Но здесь уже явно кто-то набаловался, но суть примерно то же самое, что нам и рассказывали. Сидит телефонистка, приходит ей звонок, она берет, соединяет 159-го с
259 или там 260 каким-нибудь, и, в общем, они общаются. А также она может взять и сама кого-нибудь набрать из города и соединить с внутренним абонентом этого бомбоубежища. А также я думаю, что здесь наверняка и вряд ли, наверное, на бомбоубежище такая телефонная станция, скорее всего, это еще и с заводом как-то было связано. Куча переключателей, куча, ну даже не диапазон, я не знаю, кому это все названивалось. В общем, ребята, вот так вот сложна, а может быть и не очень сложна была работа телефонистки. Интересно, много на сплетен могло послушать, работая здесь? Я думаю, у нее просто времени не было. У него, кстати, задние панели снимаются, можем там посмотреть. Главное, что они все возвращаются. Мне вот это нравится. Не знаешь, как будто чужой такой ушел, как матрица, да, соединяется от человека и выбрасывает его в утиль. Тлен. Мы заглянули за это устройство, за этот коммутатор дальней связи, блин. И вот что мы видим. Телефон запасной с проводом. Саш, дерни, пожалуйста, какие-нибудь провода, вот, которые ближе ко мне. Вот смотрите, почему они возвращаются назад. Они на самом деле просто подвешены через такие вот блоки с грузиком. И поэтому, когда ты отпускаешь их, они могут вернуться назад в исходное положение. А дальше идет энное количество довольно-таки однотипных блоков. Если чуть-чуть заглянуть туда, в них, сейчас, погодите, я попробую, вот, там увидим огромное количество маленьких проводов. Я думаю, что там просто осуществляется коммутация всего этого действа. Но, как всегда, подумайте, какой это огромный труд, потому что это все собиралось вручную, все это дело правильно спаять, скоммутировать, чтобы потом телефонистка не шибко ругалась. Что это они тут натворили вообще, ироды? В соседнем помещении находится такая вот раздестроенная установка, как мы видели раньше. И вот здесь вот хорошо все видно, все вот эта вот коммутация. Просто куча проводов. И также лежат отдельно вот эти вот грузики, блоки. Как удивить ребят? Нажать кнопку, какой я там нажал кнопку? Приточной вентиляции. Ой, извини, на ногу наступил. Приточной вентиляции. Вентиляцию. Да. По соседству с коммутатором находится помещение, огромное количество проводов, разводка. Это у нас, наверное, блок питания какой-нибудь, 24 вольта. Ампераж, в общем, запитывать, видимо, всю связь, гильзы, в которые уходят кабели. Это, видимо, гильзы уже туда, наружу, во внешний мир. Ну и вот, почувствовать себя связистом, на самом деле, она не такая тяжелая. Тем не менее, такая вот катушечка с проводом, ну, привязанная, но не суть. Так. Ну, будешь вращаться, ну, в общем, так вот бежишь и полевочку прокидываешь. Полевка, такой интересный провод, у него медные жилы переплетены с остальными. Медные обеспечивают хорошую проводимость, остальные прочность на разрыв. Еще одна такая своеобразная АТС-ка. Конечно, мы их тут уже видели с вами некоторое количество, но их выпущено много, различных видов, типов и так далее. Поднимаем трубку. Не алло. На переплетение проводов, конечно, эпиковое. Прикинь, это вручную все делали, паяли. Да вот именно что. Еще не перепутать, главное. Оп, вытащил камеру. Помещение аккумуляторной открывает перед нами свои двери. Пусто. Пусто. Аккумуляторы. Вот такие вот открытые баночки. Конечно, в них уже все давно-давно высохло, электролит. Кто-то, видимо, принес вольтметр подключить, проверить. Но проверять тут нечего. Свинцовые пластины и все. Отдельная вентиляция, которая, по идее, должна выходить сразу в атмосферу. Паутиночка в соседнем, довольно-таки пустом помещении. Это и смежная
Комнатки, скорее всего, предназначались для хранения дистиллированной воды, дистилляционного аппарата и прочих технических устройств, предназначенных для обслуживания этой аккумуляторной. Санузел и место, где можно помыть ручки. Мальчики собирались, а с другой стороны, видимо, девочки собирались. Нет, это чисто мальчишеские. Девочкам, наверное, трудно все-таки в писсуары ходить. Мяу. Только что вода была, я тебе, говорю. О, закапало. Давай посмотрим, давление есть. Мы попробовали включить аппарат для газированной воды. Но здесь должен быть баллон с СО2, которого явно нет. Довольно необычно, конечно, на объекте видеть аппарат, который работает. Советский аппарат для газированной воды. Ну, относительно, наверное, рабочий, тем не менее. Спринклерная система УЗ-675, но это система пожаротушения явно. Спринклерные и дренчерные головки, я вам когда-то уже про это говорил. В общем, система пожаротушения в случае, значит, с огня срабатывает, даже не датчик, там головка это срабатывает и начинает распыление воды. Проектируется сразу вместе с объектом или зданием, не суть важно. То есть не надо тушить, оно все, по идее, как бы само должно потушиться. Пожаротушение здесь явно осуществлялось водой, и когда начиналась распыляться вода, она подкачивала систему с помощью этих насосов. Давление есть. Да? Да. Насосы. А вот, кстати, видимо, спринклерная головка, которая в случае чего отгорает, и начинается тут водная катавасия. Осмотрев все, мы решили выбраться из бомбоубежища и посмотреть, как выглядел транспортный ходок, а заодно та большая герма с другой стороны. Въезд в Бомбарь выглядит примерно так. Наклонный пандус, уходящий под землю и изгибающийся вначале налево, а затем направо. И в конце этого тоннельчика мы проходим обычные ворота и двойные гермоворота. Раз и два. С той стороны мы с вами уже были. Уходя, закрывайся всех. Так не выходит. Вот такие вот гермы. Это въезд в Бомбарь называется. Пипец в Бомбаре. Такой завод был серьезный. На этом все. До следующего видео. Не забываем подписаться. С вами был МШ. Пока-пока.